Всем привет, друзья! Добро пожаловать на мой канал, с вами Николай. И сегодня, как я и обещал, мы будем заниматься пересадкой вот этих вот чудесных растений. Новинки сансеверии, которые были мной куплены, уже обработаны, как вы видите. Кстати, вот у этой Black Diamond, их тут 3, достаточно слабая корневая система. 3 розетки, поэтому сажать я буду в относительно небольшой горшок. Сансеверии достаточно хорошо и легко наращивают корневую систему, в большинстве своем, по крайней мере, Black Diamond. Не думаю, что у меня будут с ней проблемы, но наверняка мне придется ставить ей небольшую опору, чтобы растение не падало. Буду использовать я вот такой белый горшок. Я думаю, для 3 розеток это будет самое то. Я не сажаю в слишком маленькие горшочки растения обычно, так как потом каждые 2 недели проводить пересадку мне тоже не очень хочется. И вот такая розетка, группа растений, да, 3 розетки, будет постепенно зарастать, обрастать детворой, наращивать корневую систему. У меня нет спешки, чтобы она очень быстро начала размножаться, чтобы сразу начинать что-то отделять. Растения выращивать для себя, поэтому в удовольствие. Поэтому вот такой домик, я думаю, им будет очень даже комфортен. Со временем это все начнет развиваться. Да, друзья? И постепенно во время пересадки, я думаю, мы можем продолжить наш с вами разговор об этих чудесных и прекрасных растениях. На самом деле я очень рад, друзья, что вы так полюбили сансеверии. Я знаю, что это не 100% какая-то моя заслуга. Без меня было огромное количество любителей сансеверии, но я часто получаю сообщения такого плана, что Николай, благодаря вашему каналу, взглянул или взглянула на сансеверии другими глазами. А действительно это так, когда ты ими не увлекаешься, как раньше я, да, я знал, что существует вот такая вот трифасиата лауренти, да, вот как стоит у меня на заднем плане моя, кстати, тоже выращена, она была абсолютно с маленькими корешками, это было несколько розеток, буквально 3-4 розетки посажены в один горшок пару лет назад, и посмотрите, в кого она сейчас превратилась, какой это стал крупный и красивый экземпляр, да, кстати, вот это Black Diamond, когда я ее начал разгребать, раскапывать, она была очень сильно заглублена, друзья, я не рекомендую. Пусть даже маленькая корневая система, лучше подставить опору, чем сансеверию посадить вот так в горшок, чтобы она у вас не заваливалась, да, заглубив розетку, потому что это может привести к загниванию. Вот этой, например, повезло, она не загнила, но мог быть достаточно печальный исход. Да, вот такие дела. Поэтому меня очень радует, что я в каком-то роде являюсь, так сказать, человеком, который продвигает на рынке это замечательное растение, потому что для меня я вижу только плюсы. И вы знаете, я поискал немного информации к этому видео, именно такой информации, чтобы вас еще больше влюбить в это растение, чтобы сансеверия прекратила быть для вас, для некоторых, я знаю, до сих пор это является каким-то советским растением, которые встречали раньше в больницах, в детских садах, обычно в очень таких печальных каких-то горшках, да, некрасивых. И у некоторых людей это настолько закрепилось в голове, что они сансеверию в принципе не рассматривают как комнатное растение. Для них это что-то из ряда такого, знаете, пережиток прошлого. Но я очень рад, что тенденция меняется постепенно. Итак вот, сегодня мы с вами поговорим об этом чудесном растении. И начнем мы с того, с чего. Откуда вообще появилось данное название, да? Сансеверия. Вы никогда, друзья, не искали историю названия сансеверия? В общем, пришло к нам это название из Италии. Как многие хорошие вещи в этой жизни, да, которые мы знаем и регулярно пользуемся, приходят они к нам из Италии, из прошлого особенно. Так вот, был такой неаполитанский мужчина. Я думаю, он был ботаник. Честно сказать, информации о нем я так и не смог найти. Винченцо Петанга. Такое интересное имя. Кстати, есть Петанга, такая игра, да? Винченцо Петанга, который жил в Неаполе, и он первым обнаружил сансеверию. Сансеверия, она вообще распространена от Африки до Азии. В зависимости от сансеверии. Есть сансеверии пустынные. Сейчас мы продолжим с темы на тему. Так вот, Петанга обнаружил эту сансеверию и решил порадовать одного итальянского графа по имени, имена я читаю, специально выписал имена, потому что не силен его именах, Антонио Сансеверино. То есть изначально растение должно было называться Сансевериния. Вот так вот. Не Сансеверия, а Сансевериния. Это было все названо, оттуда пошло первое название, но потом
шведский ботаник Тюнберг решил, что он тоже потом переобнаружил информацию Винченца, так сказать, переоткрыл все, и тоже по такой же счастливой случайности он решил ее назвать в честь одного итальянского графа. То есть итальянские графья в 17 веке пользовались большим почетом, как я понял. И он тоже назвал ее в честь этого итальянского графа, но это был граф по имени Пьетро Романдо. Вот так, практически сериал. Пьетро Раймондо Сангро, вот так. И он был графом Сан-Северино. Да, то есть фамилия достаточно популярная. Практически Иванов. Да, если бы русский нашел, его называли не Сан-Северия, а Ивановна, наверное. Да, потому что в честь фамилии популярна. И вот так получила Сан-Северия свое название. Кстати, до сих пор не знаю точно, сделал ли Тюнберг это специально, поменяв название, несколько букв в имени, да, данного растения. Или это была просто какая-то опечатка, или ошибка, или еще что-то, почему несколько букв все-таки изменилось. Ну вот, в общем, каждый назвал в честь своего графа, графов звали практически одинаково, да, и получилось, что вот такая история, нам пришло это замечательное растение. Так, смотрите, я сейчас установлю небольшую подпорку, и также у меня есть вот такая проволочка, друзья, которую я также закреплю сейчас. Это все, так сказать, временные действия, да, временные меры, чтобы растение просто не падало. Через какое-то время, когда корневая уже неплохо подрастет, мы с вами смело сможем эту проволочку убрать. Это неоднократно я уже так делаю, поэтому это все такое вот стандартное решение. Так, что проволочка моя не хочет закрепляться, нужно было ее закрепить, знаете, как вот так. Сейчас я сделаю. Все, вот так. Вот так вот получилась моя первая сансеверия. Вот так она пересажена, проволочка упала. Ладно, я сейчас тоже не буду отвлекаться, я потом не на камеру эту проволочку хорошо закреплю. Главное, чтобы растение у нас с вами не падало, друзья, и чувствовало себя комфортно. Ты чувствуешь себя комфортно? Прекрасно, все, довольны. Следующее растение. Мы будем пересаживать вот такую малышку. Пинкертон, да, вот такая сансеверия, которая также была обработана. У нее, кстати, замечательная корневая система, одна из самых лучших из всех, которые я увидел. Из данных сансеверии, вот самая маленькая, самый лучший корень. Посмотрите, какой пучок. Я ее посажу вот такой вот черный горшок. Я думаю, ей здесь также будет комфортно. И будет ей место для роста, да, такие дела. Так что вот такое пришло к нам с вами, друзья, название. Кстати, сансеверия имеет огромное количество смешных названий, как вы все знаете, да. Я думаю про сансеверию, что среди сансеверий обычно все названия связаны с хвостом, либо с языком. Как вы все знаете, тещин язык. Да, кстати, тещин язык называют так ее в Штатах, называют ее так в России, я думаю, на многих постсоветских странах также ее называют. В Пуэрто-Рико сансеверию называют язык коровы. Да, еще я знаю, ее называют в России щучий хвост. В Испании основное название, которое я слышал, это лингуа де тигре, тигриный хвост. И еще называют ее шпага Святого Георгия в Испании. Да, вот сансеверию, то есть достаточно красивое название, шпага Святого Георгия. В Китае сансеверию называют так чуть-чуть кривовато. Я хочу, чтобы ты стояла ровнее, детка. Давай сюда чуть-чуть. Рано я тебя присыпал. В Китае сансеверию называют очень необычно хвост орхидея, тигриный хвост. Вот такое название. То есть, да? Если вы знаете еще какие-то названия, я знаю, меня смотрят в разных странах мира. По-моему, в Бельгии и в Голландии называют женский язык. Просто не знаю, с чем, так сказать, женский род, в принципе, ботаникам насолил. Хотя, мне кажется, это прекрасное растение, и женщины могут быть горды. И тещи, в первую очередь, что в их честь называют такое потрясающее, выносливое, сильное и красивое растение. Да, что тещий язык. Я понимаю, за счет того, что он такое сильное, крепкое и красивое. Поэтому называют тещин язык. Всем тещам большой привет. Итак, получается, вот такие у него есть разные названия. Да? Насчитывается около 130 сортов данного растения в мире. Как я уже говорил, они распространены от Африки, где растет огромное количество этих растений, до Азии. Фактически
огромное количество разнообразных сансеверий. Есть, которые более пустынные, да, вот, например, сансеверия самурай и очень многие другие, вот кирки, которые, они более такие крепкие, более приспособлены к жизни в пустыне. Но нам, конечно, большинству любителей цветоводов знакомы сансеверии трифасиата. Трифасиаты — это вот такие высокие сансеверии, как стоит сзади меня. Такая сансеверия трифасиата. Они более растут в тропических зонах, да, больше такой мягкий климат, поэтому сильно высокие температуры. К сансеверии вообще может выдержать температуры до 45-50 градусов, она может их выдержать. Конечно, ей не будет комфортно, и даже она может вынести температуры до минус 5 градусов. Представьте, какое растение, какой у него широкий спектр, так сказать, выживаемости. Да, оно может выживать в таких не самых комфортных для жизни условиях и при этом чувствовать себя достаточно так неплохо. Конечно, если будут такие температуры аномальные, низкие либо высокие и плохой полив, растение, неправильный полив, и растение не будет хорошо развиваться, не будет расти, ничего не будет, но оно не погибнет. Да? И вот распространено так хорошо по всем этим зонам, что в Австралии, вы знаете, друзья, в некоторых частях Австралии, смотрите, как тебя будет? Пинкертон, получается. Напишу вам на экране Пинкертон. Вот такая, смотрите, какая красавица. Мне писали, что листья у нее достигают очень крупного растения до 1 метра в длину, представьте. При том, что растет она не вверх, она растет вот так, горизонтально. Так что это Пинкертон, маленькая. Она, я так чувствую, мне еще даст жару. Еще мне придется с ней повозиться, потом искать ей будущий дом. Вот так вот мы этот маленький Пинкертон посадили. Расти мой Пинкертон на здоровье. Смотрите, какая красавица. Да, вот такая малышка у нас с вами посажена. Следующее растение, которое мы будем сажать. У нас безумно жарко. Фух. Сейчас, особенно когда начинаешь заниматься пересадками, становится еще жарче. Так вот, в некоторых частях Австралии, друзья, эти сансеверии считаются сорняком. Вот наше любимое, мной любимое растение, потрясающие сансеверии, да? Смотрите, следующая Албрутиана. Я, возможно, опять назвал ее неправильно, напишу ее на экране, не знаю почему так получается. Это классическая форма, вот такая зеленая. Еще у меня есть металлика, да, еще у меня есть дракон, прям таки посылка сплошных Албрутиан этих получилось у меня. Вот такое растение. Так мы его с вами будем сажать. Вот серый горшочек, опять-таки красивый. И вот здесь у нее еще есть 2 детки, которые я тоже подсажу. У них совершенно небольшие корешочки присутствуют. Ну, их я уже подставлю к концу пересадки. Да? Представьте, как все в жизни относительно. Да? Для кого-то это клад, вот такую найти сансеверию, да? Заказать ее с другой стороны, а где-то в Австралии ее воспринимают за сорняк. И периодически им приходится от нее избавляться. На самом деле, я могу в это поверить, потому что растение, если дать ему волю, оно зарастет везде. Я видел сансеверии, просто растущие на улицах, да, и у нас в городе, и вообще по жизни. Ау, куда ты пошла? Конечно, не очень удобно, повторюсь опять-таки, да, пересаживать, когда корневая полностью открыта. Но ничего, я буду стараться делать все, что в моих силах. Вот так, хихи-ха-ха, мы израсходовали практически 5-литровый уже пакет земли. Благо у меня есть еще 1,5 пакета, с которыми мы дальше с вами будем работать. Кстати, вы можете видеть у некоторых сансеверий сухие кончики. Вот, например, у этой достаточно ярко они выражены. Сухие кончики – это признак неправильного полива, то есть нерегулярного, да, высоких температур и слишком яркого солнца. Как я уже сказал, что многие сансеверии, они растут в климате в таком более тропическом. Многие сансеверии растут в лесах. Их прям можно, если в интернете поискать, посмотреть, потрясающие вот эти трифасиаты, они растут в лесах. И то есть некоторая тень у них присутствует в жизни. Когда мы говорим о сансеверии, мы часто представляем себе просто какую-то пустыню, да, Сахара, и среди нее растут такие кусты эти сансеверии. Это далеко не так. Есть несколько сансеверий, которые они более засухостойчивые, которые выносят такие условия, но большая часть сансеверий, да, она все-таки не привыкла к таким условиям. Так, девочки,
Давайте вы здесь прилягте на мгновение. Я достану еще один пакет грунта и откроем его. Я открою его рукой, чтобы мне не подниматься, не ходить в другую комнату. Так. С вами его будем засыпать. Вот такой вот грунт я использую. Да, он достаточно простой, кстати, по цене относительно невысокий. И я его использую для пересадки. Кстати, знаете, наверное, мне надо было взять побольше грунта. Что я пожадничал. Не захотел на себе его нести. Но такое ощущение, что мне для 5 горшочков сансевьерии этого грунта мне не хватит. Но уже как есть. Сколько сможем пересадить, столько пересадим в итоге с вами, друзья. Так. Да, то есть вот те сухие кончики. Чтобы этого не было, конечно, старайтесь обеспечивать сансевьерии легкое притенение и адекватный полив. Не большой, не частый полив, но адекватный он должен быть у сансевьерий. Так, с вами подсыпем еще здесь. Очень интересный рост у нее, у корневой. Она растет прямо-таки практически с середины горшка. Наверное, за счет того, что растение было в свое время очень сильно заглублено тоже, да, в грунт. Сансевьерия решила этим моментом воспользоваться и начать давать корни просто изо всех щелей, в прямом смысле. Но в эти корни я не хочу ее так глубоко погружать в грунт, честно сказать, эту сансу. Я все-таки хочу ей дать немного свободы ее точки роста, чтобы она росла. Вот здесь мы посадим одну детку с вами. И вторую детку тоже вы видите, да, вот такая она. Я думаю, они примутся, эти сансевьерии, малышки. Я не такие сажал, детки, знаете, иногда просто втыкаешь в землю, и она растет. Это точно австралийцы ее считают своего рода сорняком. Ты не обижайся, конечно, сансевьерия, но ты уже очень выносливая красавица, да? Так, что мы еще должны с вами сказать по поводу сансевьерий? Для всех людей, кто верит в такие вещи, как фэн-шуй и прочие энергетические моменты, считается сансевьерия одним из самых лучших растений для помещений. То есть по фэн-шую сложно найти что-то лучше, чем сансевьерия. Она очищает пространство, она освобождает энергию чи, ци. И получается, что это, кстати, считается тоже очень хороший подарок. По фэн-шую людям очень хорошо дарить сансевьерии. Грубо говоря, это показывает ваше к ним хорошее отношение, и сансевьерия будет оберегать дом людей от бед, от неприятностей, от врагов, от сглазов и от всего, что только можно, все, что только человеческая фантазия может вообразить. От всего сансевьерия будет оберегать и хорошую энергию нам в дом приносить. Поэтому, друзья, опять-таки еще один повод завести сансевьерию – это ее полезные свойства, ее энергетическая, так сказать, позитивность. Да? Смотрите, вот так мы ее посадим. Все. Я думаю, для этой сансочки больше нам не нужно подсыпать грунта. Как я уже сказал, я не хочу их сильно заглублять. Я не буду их в ближайшее время сильно передвигать. Я поставлю их в одном месте. Пусть они там все группой стоят, так сказать, немецкой сборной. Да? Насмешили, конечно, меня подписчики Instagram этой немецкой сборной. Вот так вот выглядит наша сансевьерия. Смотрите, какая красавица. Очень красивые кусты. И очень лаконично она смотрится, конечно, в таких серых горшках, мне кажется. Так, отставляем ее в сторону. И еще у меня осталась здесь одна. И еще за двумя мне придется сходить, друзья. Да? Так вот, по фэн-шую бомба, огонь. Также, смотрите, вот здесь у меня еще. Смотрите, какая красавица, да? Я, кстати, заметил после видео об открытии коробки с сансевьериями, посылки. Вот эта металлика, она просто имела самый большой успех среди зрителей. Все восхитились металликой. Я, на самом деле, очень-очень долго ее искал. Очень долго хотел завести себе сансевьерию металлику. И у нас ее нет в продаже, друзья. Вообще нигде. Я был на 5 или на 4, чтобы не сказать, на 5 островах я был. Я посещал садовые центры на всех островах. У нас здесь на Канарских, на этих. Нигде абсолютно нет сансевьерии металлика. Абсолютно нигде. В одном месте я смог раздобыть 2 листика. Они продавались просто листиком, да, которые дали детки, эти листики в итоге.
И что вы думаете? Пошла она не по сорту, конечно же. Я знал, что она будет не по сорту. Когда я ее покупал, мне продавец сказал, я ему сказал, вы не продаете целые кусты, да, этого растения? Он говорит, нет, только листья, но она тоже будет так расти. Я говорю, нет, она не будет так расти, потому что она не пойдет по сорту. Он такой, нет, вот это, скорее всего, пойдет. То есть он сам не знал, честно сказать, пойдет она, не пойдет. Но в итоге она по сорту не пошла. И, конечно же, сейчас она начала прорастать иначе. У меня уже есть детки от нее. Я вам обязательно в будущем их покажу. Ее детей. Это из сансевьерии. Да? Посмотрим на них мы еще. Какими они будут в итоге. Ну, я думаю, все равно красивое получится что-то. У меня сейчас вообще на проращивании стоит 8 различных листов от сансевьерии. Не буду раскрывать их карт. Потом мы посмотрим с вами, что из них вырастает. Кто пойдет по сорту от листа, а кто не пойдет по сорту. Потому что некоторые сансевьерии идут по сорту. Их не так много, но они могут пойти по сорту. В большинстве своем, конечно, этого не случается. Так, давайте мы начнем постепенно нашу красавицу металлику заглублять в новом горшке. По очереди мы будем идти, одну за другой, одну за другой. Мы будем их подсаживать сюда. Вот так это все получается. Красота. Красота нереальная. Очень красивое растение. Долго, я говорю, за ним охотился. Наконец-то оно у меня. Мне кажется, вот в сером горшке оно будет смотреться абсолютно идеально. Да? Кстати, в Африке, это сансевьерия, она же тоже из Африки родом. Ее для чего там только не используют. Ее используют для ритуалов различных, друзья. Для ритуалов магических, для заклинаний, для прочего, так как она считается, отгоняет злых духов. Да, и в Африке в это тоже очень во все верят. Там она прямо-таки у них в ходу. Кстати, еще фибру, да, растения, волокно растения используют для изготовления тетивы для луков. Тоже очень интересный такой момент. Я никогда об этом даже не могу подумать. Но так как у нас только волокно сансевьерии, да, из которых листья состоят, фибра это очень плотная и жесткая, его используют для тетивы. Также сансевьерию используют для определенных, я читал, небольшую статью нашел, но используют для определенных лекарств против рака, против диабета и также как антиожоговое средство. Вот такое это сансевьерия, полезное растение. Ни в коем случае, друзья, не начинайте самолечение, всегда обращайтесь к врачам и ко всему прочему. Да, просто вот есть такой факт, что сансевьерию, определенные ее ингредиенты, возможно, там порошок или листву, используют для этих целей. Смотрите, вот так мы посадили с вами две. Еще есть вот такая совершенно крошечная, смотрите, это буквально один листик остался. Была очень плохая розетка, я его посажу, так как здесь есть часть корневища, с этой частью корневища мы сможем работать. И она, конечно, сама уже расти навряд ли будет, не навряд ли, а не будет, но так есть часть корневища, она даст детку по сорту. А это опять-таки детка по сорту, это всегда что? Хорошо, это всегда большой плюс. Поэтому лишней она не будет, всегда мы ей здесь будем рады. Я ее просто аккуратненько подсажу ко всем остальным. И пусть она здесь себе разрастается. Конечно, я провел огромную работу с этими сансевьериями. Это было, честно сказать, не самое такое прям, сказать, что я так радовался, когда это все делал, когда мне пришлось их всех промывать. Они были, кто видел это видео, да, про обработку сансевьерии, они были посажены в кокосовое, даже не волокно, а в кокосовые чипсы, мне кажется. И эти чипсы были настолько неприятные товарищи, неприятные такие во всех отношениях, да, что я с ними намучился, да нельзя. И вот сейчас пересадка, я просто понимаю, что их нельзя дольше держать, их можно было, конечно, я еще мог подержать, но я не хочу, они так долго намучились в этой поездке, в этой коробке, да, поэтому я их буду сейчас уже полностью всех пересаживать, пусть себе живут красавицы и радуют меня, и себя радуют. Они постепенно начнут отходить. Сейчас и главное не ставить на сильно яркое освещение, да, после почти 3 недель, не почти, а 3 недель поездки до меня. Смотрите, вот последняя мне осталось ее здесь подсадить. Так, с Богом, друзья, пожелайте мне удачи. Сейчас, вы знаете, я чуть грунт отгребу, чтобы ее можно было подсадить здесь. Вот так она будет стоять шикарно, прекрасно.
Вот такие дела. Что еще можно сказать про нее? Кстати, сансеверия, да, это еще растение, которое одно, опять-таки, из немногих растений, которое вырабатывает кислород и днем, и ночью, друзья. У нее есть специальный, я даже не знаю, как это назвать, чтобы не прозвучать глупо. В общем, есть у нее специальные клетки, специальные, можно так сказать, химические компоненты в ее составе, которые называются красилиум или что-то такое, связанное с красулой, которые ей дают возможность вырабатывать кислород и днем, и ночью. То есть она фактически работает всегда, никогда не останавливаясь. Данное растение нам вырабатывает кислород, поэтому ее очень рекомендуют, кстати, держать в спальне, да, за счет ее вот этой особенности, за счет того, что она вырабатывает кислород. Она также считается хорошим успокоительным средством, таким натуральным, да, помогает от стресса и улучшает ночной сон. Опять-таки, ночной сон за счет чего? За счет того, что она насыщает нашу комнату больше кислородом. Конечно, если не один горшок стоит, а стоит несколько растений, это может улучшить ваш сон. Кстати, еще ее используют для лечения такого заболевания. Оно официально не признано как заболевание, но заболевание людей, которым приходится постоянно по той или иной причине находиться дома, развивается такое состояние сильнейшей депрессии, да, именно из-за того, что находится постоянно в закрытом помещении. Вот сансеверия считается растением, которое помогает от этого состояния избавляться. Смотрите, друзья, вот так мы пересадили с вами нашу металлику. Посмотрите, какая красавица. Да, потрясающе. И сейчас я пойду схожу еще за грунтом и за двумя остальными моими сансевериями. Смотрите, какая роскошь. И мы с вами продолжим нашу пересадку. Оставайтесь со мной, никуда не уходите. Все, друзья, я вернулся, и мы продолжим с вами нашу пересадку и наш разговор об этом потрясающем растении. Если кто еще не влюбился в него так же сильно, как влюблен в него я, в это растение, продолжайте смотреть это видео. Так вот, да, это растение, как я уже сказал, оно прекрасно вырабатывает кислород. Это удивительное растение, на самом деле, что вот и днем, и ночью, да, вырабатывает всегда. У меня, к сожалению, они в спальне не стоят, но я вот подумываю, я после того, как прочитал про это, что они вырабатывают и ночью, думаю, надо бы и в спальне их держать, эти растения еще. Они хорошо считаются, опять-таки, это есть своеобразная не теория, да, не история, а был проведен такой опыт в НАСА в свое время, и они проверили там ряд растений, да, на их, так сказать, на их способность поглощать вредные вещества из воздуха, формальдегиды и прочее. И вот сансеверия оказалась в этом списке, и с тех пор ее всегда, очень часто даже вот в Инстаграм и просто в каких-то статьях, растения, которые рекомендуют НАСА для очищения кислорода. Друзья, я вам скажу, отчасти это правда, но чтобы действительно очистить помещение, кислород от вредных веществ, нужно иметь огромное количество растений, и понадобится достаточно длительное время, чтобы действительно очистился, так сказать, наш воздух, кислород от вредных примесей. Самое лучшее, что вы можете сделать, это просто устраивать регулярные проветривания помещения. Это будет лучшим, это уже было доказано, опять-таки, другим опытом, что обычное самое, так сказать, наше банальное проветривание помещений, открыть форточку, да, открыть окошко, чтобы вошел свежий воздух, это лучшее средство для очистки воздуха в помещении, нежели растения. Поэтому всем, кто заводит растения с надеждой на то, что у них будет какой-то идеально чистейший воздух, как в канадских лесах, этого, друзья, к сожалению, не случится. Ну, может быть, конечно, если у вас будет 100 горшков сансеверии в одной комнате, тогда да. То есть в опыте НАСА были свои погрешности. Но опять-таки тоже приятно осознавать тот факт, что это растение, пусть оно и не 100% очищает наш воздух от вредных примесей, но оно, малышка, стоит, да, и работает на очищение наших с вами помещений. Все равно это очень приятный факт, да? Смотрите, я вот эту сансеверию, друзья, я говорю, не очень удобно, когда все очищено. Возможно, чуть ли не всем растениям мне придется в итоге делать некоторую подпорку. Я посмотрю еще, как они будут дальше реагировать, но подпирать мне их все же придется. Пока, причем я хочу их сформировать, чтобы они росли красиво, не так, что вот у меня оно завалилось, и я его так оставлю, иначе оно так завалено и будет расти. Поэтому мне надо будет их
всех постепенно, аккуратненько подстраивать, подтягивать в группы. Это я уже сделаю все за кадром, и потом я вам уже покажу финальный результат, да, каких там я приспособлений, какие я придумаю. Буду еще пройти их, немножечко очистить, потому что я их трогаю грязной рукой. Все-таки земля на руке остается. И остается она и на моих растениях. А вы знаете, что я люблю, чтобы они были достаточно чистые. В общем, такие дела. Вот такие растения удивительные, удивительно полезные, удивительно красиво смотрящиеся в интерьере. Это мы с вами поговорили только об их, так сказать, каких-то свойствах, да, и то, что им приписывается. А если брать, это ведь удивительно красивые и интересные растения сами по себе. Посмотрите, какая листва, какой рисунок. Потрясающе. Я знаю, что есть, так сказать, на вкус и цвет, и я иногда со зрителями это обсуждаю, мне пишут, что вот как же вам так они сильно нравятся, в них же ничего нет хорошего. Но вы знаете, они, так как и все растения, да, в принципе, любое растение, если взять, то можно сказать, в нем ничего нет хорошего. Но опять-таки здесь начинают работать наши вкусовые предпочтения. Для меня эти растения чем еще хороши? Тем, что я могу их оставить на достаточно долгое время и уехать. Да, я сейчас из-за ковида, из-за этого не так много у меня получается путешествовать и ездить. Но обычно я люблю, пусть даже и не очень длинные, не очень долгие поездки себе устраивать. И вот сансевири, они прекрасно подходят для людей, у которых активный образ жизни. То есть над ними не нужно стоять, над ними не нужно трястись, соблюдать им какую-то влажность воздуха, да, соблюдать им какие-то супер нереальные температурные условия. Они вас все равно дождутся. Как вы не будете стараться, в плане не стараться, как вы наоборот не будете на них не обращать внимания, они все равно будут жить. Пусть, может быть, не будут выглядеть идеально, как если бы вы им чуть больше внимания уделяли, но они все равно будут жить. За это я их очень люблю, ценю и уважаю. Для меня они не просто растения, для меня они какие-то просто эталоны того, каким должно быть растение, да, обычное. Какие у него должны быть качества, чтобы действительно радовать, а не усложнять жизнь. Потому что есть ведь растения, которые действительно их заводят люди, и они настолько усложняют жизнь, да, что люди там вокруг них бегают, трясутся и все прочее. А вот сансевири этого не требует. Поэтому, опять-таки, еще один пункт, почему я ее люблю. Помимо ее нереальной эстетичности, практичности, легкости в уходе, я ее люблю еще за то, что она такая достаточно самостоятельная особа. Ты ее можешь оставить, уехать, и ничего с ней не случится, грубо говоря. Смотрите, вот так получилась наша сансевирия дракон. Это еще одна из сансевирий, которые были куплены мной из нашей немецкой группы, немки, так сказать. Вот такой вот дракон получился у меня потрясающий. Посмотрю, еще им подсыплю немножечко дробленой этой лавы. Возможно, подсыплю много дробленого керамзита. Я иногда подсыпаю то одно, то другое. Посмотрите, какая красавица, да? Как она хорошо смотрится, как она прекрасно стала в этом горшке. Смотрите, какая роскошь. Просто красота. И нам осталась еще одна сансевирия. У нас грунт, я вам скажу, друзья, на минималочках. Да, поэтому надо будет сгребать все. Иногда бывают такие пересадки, когда приходится сгребать каждый грамм грунта, чтобы закончить пересадку. Но с другой стороны, это тоже хорошо. И горшки у меня были уже изначально. Я иногда покупаю горшки заранее. Вы знаете, они у меня потом хранятся долго. Но вот сейчас я прямо-таки смогу разгребсти горшочки, которые у меня стояли по всей квартире. Не по всей квартире, а которые у меня хранились в моей прачечной комнате. Но их было уже очень много. Вот смотрите, сейчас 6 горшков. Без необходимости выхода, так сказать, из дома у меня уйдут. Так, друзья, мне нужно будет еще сейчас поискать немного грунта, потому что здесь явно не хватило буквально, знаете, буквально капля грунта мне не хватило, чтобы пересадить еще грамм 500, килограммчик может быть, да, литр, и все, и было бы все прекрасно, но не хватило. Сейчас мне надо пойти поискать еще грунта по сусекам, поскребсти у себя, может быть найду. Друзья, в итоге не хватило мне немного грунта, я пошкреб где только мог, и ничего у меня нет, совсем чуть-чуть. И вот осталось мне посадить вот эту прекрасную сансевирию. Уже ее посажу без вас, я вам ее покажу в конце видео, когда я схожу в магазин, куплю грунт и досажу ее.
И мы увидимся с вами в следующих видео. Спасибо, что были со мной. Кто был со мной до конца, пишите. Я вас поблагодарю отдельно, мне всегда это приятно. И до новых встреч. Пока-пока. Так, друзья, вот наш финальный результат. Спустя 5 дней стоит здесь мой Black Diamond. В гостиной он оказался здесь. Как вы видите, он уже стал зеленеть. Да, та часть, которая была очень сильно заглублена, она была прям совсем желтая в начале видео. Сейчас она уже стала намного более зеленая. Пинкертон стала здесь, на балконе у меня, с большой группой сансевьерий тоже. Думаю, чувствует она себя вполне комфортно. И остальные сансевьерии, все аубрутианы, оказались у меня здесь. Также здесь еще есть несколько массониана стоит и пара сансевьерий, которые у меня были в коллекции раньше. Но вот эти все 4, все чувствуют себя довольно хорошо. Как я говорю, уже прошли 5 дней. И растения выглядят довольно славно. Здесь им попадает яркий рассеянный свет. Сейчас у нас очень пасмурно все эти дни, поэтому это может даже сказать плюс для них. Вот такой вот финальный результат, друзья. Спасибо, что были со мной. Увидимся с вами в будущих видео. До новых встреч. Пока-пока.